вот это какие-то бонусные цвета. Без музыки легче. Название белуга слишком опасное. Бен считает, что название может быть неподходящим. Всегда есть возможность перегореть. Короче, проясняю ситуацию. Я сейчас получил снимки своей Йохи, которую я хотел назвать Белуга. Бен считает, что название может быть неподходящим, потому что недавно вышла Йоха, которая называется Орка. Anybody can run like me. The time goes fast. Looking for some fun. Only me and Как твой фристайл к чемпионату мира? Вообще пока никак. Wildcard, я думаю, я знаю, что буду показывать. Буду просто сложную техническую связку с множеством слэков показывать. Может быть, это будет прикольно, чем показывать просто тупо стрихиты. Прилим на минуту и полуфинал можно сделать там из фристайла. Но тоже надо подумать, какие трюки лучше куда поставить. Лучше всего делать так, типа, чтобы по экспоненте возрастала сложность, интерес трюков. Что происходит? Последний раз я делал подобное с гориллой. Все нормально, мужик, мы с тобой? Что с ним происходит? С ним ничего. Что-то случилось с Аштейном, и Ронни чувствует его боль. Я был неправ. Ваша связь не временная, она становится все сильнее. Пожалуйста, держись. Воды. Воды. Ого, ну надо же. А для учителя вы необычайно стойки. Я впечатлен. Почему бы вам не перевести дыхание? Подумайте, сколько еще вы хотите терпеть подобное. Ладно? Ронни, нет! Стой, Кейт, стой! Он режет себя! Я знаю. Так надо. Где? Военная исследовательская лаборатория номер 27. Есть что-нибудь? Ничего. Ничего, просто холод. Металлическая поверхность. Давление приходит и уходит. Тук-тук. Тук-тук. Тук. Тук-тук-тук. Тормоз. Зависло. То же самое слово. Тук-тук. Тук. Тук-тук-тук. 27. Что это значит? Военная база. Их часто называют цифрами, например, зона 51. База 27 в 300 милях была закрыта в 61 году. Там он не держит Штейна. Готов поспорить, инопланетяне там тоже есть. Я иду с вами. Нет, не идешь, тебе нельзя. Я связан со Штейном, я должен идти. А ты хоть раз задумывался, почему ваша связь становится сильнее с каждой минутой? Вдруг вас притягивает друг к другу? Вдруг, если вы приблизитесь, вы снова объединитесь? А что случится со мной, если его убьют? Кейт, Барри был прав. Я стал другим. Слушай, я думал, что мы могли уйти, начать новую, нормальную жизнь вместе. Но нормальной жизни у нас уже не будет. Ты всегда будешь рисковать жизнью, пытаясь помочь людям. А я всегда буду парнем, который жертвует собой ради вас. Ладно, вы разделите.
Однажды он вас разделил. Наверное, он сможет помочь тебе остаться собой. Спасибо. Ладно, идем. Стой! Возвращайтесь. Без музыки легче. Все трое. Ты как думаешь, в этом году чемпионат будет каким? Не знаю, с Задронским будет точно. Скорее всего, я не пройду wildcard. Как будет смотреться Россия, даже если кто-то поедет? О, я не знаю, мне кажется, что у нас никто не готовится к такому. То есть кто-то, возможно, пройдет wildcard из самых быстрых игроков. Ну, конечно, у тех, кто в десятке, есть шанс с прилимов войти. С прилимов гораздо больше шансов попасть. Чемпион сможет с полуфинала пройти. Дима Акиньшин. А Немчик проходит? Нет. Чемпион России тогда остается. А почему он на Европе не проходил? Потому что там, типа, другие подсветились быстрее. Но Хироно Реми, он же заведует ассоциацией, и он, типа, не одобряет это все. А то, что есть чемпион, он признает. Чемпион занял первое место на чемпионате России, который проводился в Москве. Шансов-то у него гораздо больше, чем у меня пройти все 4 стадии. А ты все 4 проходишь? Да, я должен зайти с вайлдкарда, я же тебе говорил. Ты разве не участвовал в этом году? В чем? В чем-нибудь? В чемпионате России участвовал. Ну. Ну, я 11-й. Да, вот так вот. Мне повезло. Вот, кстати, еще что пришло в голову. Вы, наверное, заметили, что я не то чтобы прям страдаю на тренировках или очень сильно задрачиваю, тренируюсь. Дело в том, что я занимаюсь этим уже много лет, и всегда есть возможность перегореть. Когда ты слишком много тренируешься, когда ты постоянно повторяешь одно и то же, это совершенно не то же самое, что делать разные трюки, придумывать разные комбинации, разрабатывать какие-то новые элементы или снимать видео. Все, что я перечислил, это очень весело. А вот тренировать одно и то же под одну и ту же музыку на протяжении очень долгого времени, это довольно скучно. Что же можно сделать? Можно вот тренироваться в определенное время, как это делаю я. Нужно, конечно, играть много в ее в любом случае. Можно делать те же самые трюки без музыки, как я только что делал. Все это необходимо для того, чтобы не было скучно. Потому что если ее не в радость, то нету смысла этим заниматься вообще. Это основной цвет. Потом вот это какие-то бонусные цвета. Синий с серебристым, с черным. Прикольный тоже. Есть еще и другие картинки. Вот, например, Galaxy. Тоже неплохая расцветка. Многим нравится. Это уже окончательные цвета? Ну да. Ну еще будут же цвета Кентара. Надо будет с ним это решить, когда к нему Йохи дойдут. Я думаю, он скажет сам. Гравировка будет на ней? Да. Мы сейчас поэтому и обсуждаем этот с названием. Алло. Я по поводу объявления на Авито. Полный набор аксессуаров для Fujifilm X100. У вас есть какой-то? А когда можно с вами встретиться? Хорошо. Цимус в том, что название белуга слишком опасное. В данных обстоятельствах клюв не может позволить себе рисковать, потому что Дженсен Киммет недавно выложил картинку с на майке. И это подорвало основу мироздания для клюва. Когда ты пишешь в гугле «белуга», первым выходит кит, а они недавно выпустили йоху для Гаррисона Ли, которая называется орка, и это кит. Несмотря на то, что я подразумеваю рыбу, которая делает черную икру, клюв опасается последствий того,
что на Фейсбуке кто-либо напишет, что EF Factory атакует клюв этим названием или что-то в этом роде. Интрига, кровная, там, вражда, я не знаю. Все это вот подается под таким соусом, что типа еще маленький мальчик Гаррисон очень расстроится, если его Йоха запятнает свою репутацию. Ну и теперь надо придумать какое-то новое название. Но какое, пока сложно сказать. Может быть, Догма 44. И через сколько планируется первая партия? Надо сейчас решить вопрос с тем, что писать на Йохе. Гравировки делать, мне кажется, недолго. Я думал, может быть, просто написать. Ну какой-то узор, как на шаттле. Проблема в том, что особо места нету на передней части. Если ты сделаешь внутри, вот здесь внутри, если сделаешь, то гравировка будет мешать фингерспину. Мы этого не хотим. Я думаю, сделать вот на этом ободе, возможно, гравировку. И эффекты, там, название Йохи, Игорь Галиев и все. Понятно. Увеличение лица. Подубавить истину. Вот так вот, ребят. Газ для горелки, чтобы пить чай. Че, Джано, ты слышал, что Стив мне пришлет орку? Да, и... Юра, это для тебя посылочка. Я сейчас хочу пить, но я лучше подожду и сниму еще дубль, может. Очень хочу пить. Смотри, увеличение лица. Папа! Отмена! 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 Окей. Вот, а здесь, видишь, не определил. Здесь я тебя просто так сфоткал. Увеличение вручную лица. Все четко.